Всем большой привет! Сегодня я вас приглашаю к просмотру нового мастер-класса. Я впервые покажу, как можно сделать красивую розу в веерной технике. Пожалуй, это самый сложный МК. Красную розу очень сложно снимать и передать, показать все на видео. Эта роза изготовлена из шелковой гибкой мастики. Это мой новый авторский рецепт. Лепестки все живые, гибкие. Большой плюс, что при транспортировке они не ломаются. Даже при случайном падении они остаются целыми. Если кого-то интересует мастер-класс с рецептом, вся нужная информация есть в описании под видео. Итак, нам надо небольшое количество окрасить мастику в красный цвет. Я использовала краситель от фирмы Americolor, красный цвет номер 120. Перед работой нам надо хорошо размять мастику, чтобы она стала гибкой и эластичной. После этого нам нужно ее очень тонко раскатать. Она поэтому и называется шелковой, потому что раскатывается до такой тонкости, что напоминает саму ткань шелк. Я раскатываю даже без присыпки крахмалом, но если вы чувствуете, что ваша мастика слегка прилипает к доске, тогда можно небольшое количество присыпать крахмалом. Раскатываем очень тонко до полупрозрачности. Дальше. Для этой техники мы будем использовать всего две вырубки. Для первого этапа используем вырубку размером 3 см на 3,5 см. Теперь вырезаем как можно больше лепестков. Это в том случае, если вы способны быстро работать. Если вы работаете медленно, то я рекомендую вырезать по нескольку лепестков, там по 4, 3, 5. В данном случае ориентируйтесь на свои возможности, как быстро вы работаете. Остатки мастики мы не выбрасываем, а убираем в пленку к оставшейся мастике и будем использовать в дальнейшем. После этого дополнительно утончаем края, а основание у нас остается более плотным. Раскатанные лепестки складываем на мате или можно ложить прямо на сушку. Если у вас при дополнительном утончении получаются неровные края лепестка, то мы спокойно берем ножницы, отрезаем неровности и исправляем дефекты на лепестке. Так, это мы делаем лепестки для первого этапа. Нам понадобится много таких лепестков. В принципе, это все индивидуально, смотря какую розу вы хотите, но я для первого этапа я использовала 17 лепестков. Теперь эти лепестки мы оставляем на сушку приблизительно на 30-40 минут, а за это время делаем лепестки для второго этапа. Для второго этапа раскатываем точно так же тонко мастику и используем вырубку размером 3 см на 3,5 см и вырезаем 7 лепестков. После этого дополнительно утончаем и уже на эти лепестки наносим оттиск вайнером. Теперь эти 7 лепестков мы ставим на сушку, а предыдущие 17 уже готовим к работе. Снимаем и сейчас будем формировать бутончик. Изначально я уже сделала вот такую заготовку в виде шарика. Делая заготовку, ориентируйтесь на вырубку для первого этапа, то есть для первых лепестков. Она должна свободно помещаться в вырубку. Начинаем сборку. Значит, мы на этом этапе используем 17 лепестков. Хорошенько смазываем заготовку кондитерским клеем. И сначала клеим 2 лепестка. Нам просто нужно закрыть заготовку красным цветом. Клеим лепестки друг напротив друга, поднимаем лепестки вверх, приблизительно даже где-то на сантиметр, и обворачиваем заготовку, создавая вот такой бутончик.
Нам самое главное прикрыть сверху. Если там снизу не хватает лепестка, ничего страшного, мы все равно потом это все прикроем. Намазываем клей и первый лепесток, поднимаем лепесток вверх на несколько миллиметров. Край первого лепестка заворачиваем по центру бутона. Вот из этого будем начинать. Все остальные лепестки пойдут за ним. Следующий лепесток отступаем 1-2 миллиметра от предыдущего лепестка и также приклеиваем только с одной стороны. Там, где будет формироваться центр бутона. Таким образом мы приклеиваем каждый последующий лепесток, поднимая его на миллиметр немного выше предыдущего и отступая от края предыдущего лепестка, идем по кругу. В данном случае лепестки бесполезно считать, мы будем работать по факту. Вот таким образом мы проходим по кругу, и теперь вот смотрите, мы упираемся уже в первый лепесток этого ряда. Теперь что мы делаем? Вот это наш стыковый лепесток. Вот смотрите, мы приклеиваем его точно так же. С одной стороны на 1 мм поднимаем, заворачиваем уже под крайний лепесток. И теперь сверху промазываем еще немножко клеем. А этот лепесток, который крайний, заворачиваем в другую сторону, накрываем. Теперь сверху этого лепестка клеим следующий лепесток. И прикрываем. Следующий ряд мы клеим вот таким образом. Подклеиваем под лепесток и другим лепестком прикрываем. Идет соединение. И вот получается, лепестки у нас ложатся как бы веером. Тем самым они формируют красивый натуральный бутон розы. Не забывайте, что сверху лепестки должны быть свободными, не склеенными. Также следите за тем, чтобы они ложились равномерно и чтобы сверху вид был тоже красивым. Если нужно, берите инструмент и немножко расправляйте. Таким образом мы создаем первоначальный бутон, но уже с полуоткрытыми лепестками. И на первый этап у меня ушло 17 лепестков. Оставляем бутончик, чтобы он подсушился немножко, то есть чтобы лепестки зафиксировались. А тем временем мы сделаем еще лепестков. 7 лепестков, которые мы уже подготовили и поставили на сушку, теперь мы затонируем. Для тонирования я использовала краситель Мальва. Тонируем лепесток немного у основания и также края лепестков. В принципе, камера очень трудно передаст, и на видео быстрее всего не будет видно, как меняется лепесток во время тонирования. Тонирование такой розы – это очень важно. Если ее сделать просто из красной мастики, не тонируя, она будет выглядеть мертвой, будет как пластмассовая роза. Так что тонировать обязательно. Начинаем поклейку в том месте, где у нас приклеенный последний лепесток. Вот здесь смазываем клеем. И вот эти 7 лепестков подклеиваем таким же образом. Поднимаемся на миллиметр вверх, на 2 миллиметра вверх. Приклеиваем только с одной стороны, прикрываем лепестком и с предыдущего ряда. Вот так закрываем. Все то же самое. Практически все то же самое, но на этом этапе стараемся, чтобы верх лепестков был более свободным. Не прижимаем сильно, чтобы роза уже по чуть-чуть начинала открываться. Таким образом мы клеим еще 7 лепестков.
Постепенно поднимаемся вверх по миллиметру, и у нас образуется вот такая воронка и красивый бутон розы. Вот теперь все хорошенько подправим инструментом, чтобы лепесточки были легкими, воздушными, чтобы они не слиплись друг с другом. И ставим бутон на просушку. За это время делаем следующие лепестки для следующего этапа. Раскатываем тонко мастику, и в этот раз будем использовать вырубку размером 4 см на 4,5 см. Вырезаем лепестки, дополнительно раскатываем, наносим текстуру вайнером. Для этого этапа нам надо сделать таких 9 лепестков. Все лепестки после обработки вайнером мы ставим на сушку. Эти лепестки мы будем оставлять сушиться подольше, чтобы они вот так в таком положении так и зафиксировались, чтобы были такие выгнутые, уже изогнутые. Нам надо сделать таких 9 лепестков. Посмотрите крупным планом, как нужно уложить. Середина у нас идет углубление, а краешки завернутые. Оставляем на несколько часов, чтобы вот в таком положении они зафиксировались. И для последнего ряда мы делаем таким же способом 5 лепестков вырубкой размером 4 см на 4,5 см. Но плюс к этому мы еще делаем углубление посередине. И эти 5 лепестков мы также выкладываем на сушку, таким образом, чтобы они были изогнуты. И вот в таком положении мы оставляем 9 лепестков для третьего этапа и 5 лепестков для последнего ряда. Все, оставляем на несколько часов, чтобы они зафиксировали свою форму. После этого обязательно тонируем каждый лепесток. Для третьего этапа используем тонировку цветом мальва. После тонирования будем сразу клеить. Напоминаю, что третий этап – это 9 лепестков. Они уже крупные. Метод тот же. Приклеиваем лепесток на стыке. Видите, он как зафиксировался, такой уже объемный. Смазываем клеем только в нижней части. Вот так, только приклеиваем с одной стороны, другую сторону остаем свободным для загиба. Не забываем, что лепестки мы клеим только в одном направлении. Вот так приклеиваем и накрываем лепестком, который рядом. Сверху него опять клеим свежий лепесток и прикрываем тот, который рядом. Этот ряд можем поднимать лепестки на 1 мм или 2 в высоту, или уже можем подклеивать лепестки на одном уровне с предыдущим рядом. Тут уже смотрите по обстоятельствам, как вам кажется лучше. Иногда лучше поднять еще немножко, а иногда уже можно остановиться на том же уровне. Здесь вот смотрите сами, как вам нравится и как вы свой цветок видите. Верх оставляем свободным, таким уже лепестки уже идут полуоткрытыми, уже открываем розу. Веером мы подклеиваем 6 лепестков, а 2 или 3 последних мы можем приклеить как бы сверху. Вот я смотрю, где здесь пусто, и подклеиваю еще 2 лепестка сверху. Не по веерной технике, а просто прикрываю предыдущие лепестки. Теперь нам нужно поставить цветок на сушку. Загибаем проволоку и ставим сушиться вот в таком положении. До того момента, чтобы лепестки зафиксировались и цветок уже держал свою форму. Лепестки для последнего ряда мы тонируем красителем мальва и плюс будем тонировать еще бордовым цветом. По краям лепестков я прохожусь бордовым. Последние лепестки надо сделать больше выразительными, поэтому добавляем 2 цвета для тонирования. Бордовый и мальва.
Вот жалко, что камера не может передать, как это выглядит в реальности. Но тонирование сразу меняет лепесток, он становится таким живым, привлекательным. Вот тонируем каждый лепесток для последнего ряда. После того, как лепестки на цветке зафиксируются, мы его переворачиваем. Вот смотрим, что нужно подправить. Подправляем лепесточки и можем еще на часик ставить вот в таком положении, чтобы лепестки самостоятельно опустились и цветок раскрылся. Вот еще немножко оставим в таком положении, чтобы все как бы раскрылось, зафиксировалось. И после этого можем подклеить последний ряд из 5 лепестков. Лепестки последнего ряда мы клеим простым способом, не веерным. Можно сказать, что эти 5 лепестков уже можно подклеивать в вольном стиле. Смотрите, где больше всего подходит, как будет лучше смотреться. После этого обратно загибаем проволоку и ставим на просушку 1 час, чтобы лепестки зафиксировались. Через час переворачиваем цветок и ставим вот в таком положении. Как я уже говорила, чтобы цветок раскрылся и лепестки сами постепенно опустились настолько, насколько надо. За это время мы сделаем веточку и чашелистик. Для этого я использовала темно-зеленый цвет. Вырезаем чашелистик. Размеры будут указаны в описании под видео. И теперь немножко утончаем, удлиняем листочки на чашелистике. Делаем вот таким образом немного больше, длиннее листки. Слегка утончаем края. И обязательно тонируем, чтобы придать больше натуральности. Я использую светло-желтый и терракотовый. Вот терракотовый где-то по центру можно мазнуть, и края листочков. Желтым больше проходимся по центру. Протыкаем по центру проволокой и приклеиваем снизу. Вот еще немножко можно концы утончить. Так у роз так бывает. Они бывают такие тоненькие. Ну, здесь уже на усмотрение. Приклеиваем хорошенько. У основания чашелистика делаем вот такое уплотнение. С помощью стека соединяем, делаем плавный переход, так чтобы он выглядел натурально. Для ветки розы берем проволоку номер 24 или 26. Вот разрезаем ее на 2 части. Одну часть оставляем длинную, а вторую часть разрезаем еще пополам. Вот нам нужен 1 длинный отрезок и 4 коротких. Накатываем жгутик из мастики на конец проволоки. Сначала берем самую длинную, тоненько-тоненько, так, чтобы хорошо держалась. И укладываем на доске в углубление. Берем небольшой кусочек той же мастики, разминаем, прикладываем. Раскатываем так, чтобы у основания, там где проволока, было поплотнее, а по краях утончаем. Вырезаем, убираем все лишнее. Ставим вайнер, лист для розы и делаем красивый оттиск. Вот листочки не требуют дополнительного подсыхания, они держатся сразу отлично на проволоке, и мы сразу можем делать ветку и, в принципе, сразу использовать. Для того, чтобы показать красивый оттиск на листка, сначала проходимся светлым желтым, или даже можно взять белый краситель сухой. И вот так по всему листку с 2 сторон легонько-легонько пройтись. Тогда проявится красивая текстура. Здесь у основания затонируем больше, сделаем более светлым листок. И краешки, окантовку мы сделаем терракотовым. Делаем для ветки 5 листков.
Тейп-ленту разрезаем пополам, нам понадобится тоненькая. Накручиваем немного ниже, чем основание листка, фиксируем, поднимаем кверху. Проволоку надо нагнуть, приставляем и очень плотно скручиваем. Вот таким образом формируем вот такую веточку. Обратите внимание на расстояние. В принципе, можно сделать ближе, это уже как кому нравится. Ветки для розы бывают разного размера, они бывают даже и не парные листки, бывает и 3, и 4, и 5. И теперь еще дополним вот эти стыки, где у нас идут второстепенные листья снизу, как бы уплотним. Берем небольшой кусочек мастики, стараемся сделать плавный переход. Оттуда как бы веточка растет, она более толстая. Стеком надо хорошо пригладить, чтобы был плавный переход. Сделаем это на 2 частях, и после этого затонируем, и будет как натуральная. Все, веточка делается очень быстро, сразу после изготовления. Не нужно ждать, чтобы она подсохла, мы можем прямо сразу крепить ее к розе. Вот таким способом я уже ее прикрепила с помощью тейп-ленты. Теперь нашу готовую розу, посмотрите, какая красивая у нас получилась. Тонируем еще раз, когда она уже у нас готова. Берем бордовый, вот, и прямо так и внутри немножко тонируем, и по лепесткам, по бокам, вот так, чтобы оно было красиво. Снизу, у основания можно подтонировать. Тут уже смотрите, где добавить немножко тона. Обязательно не забывайте тонировать. Вот, и такая красота у нас получилась. Вот, я искренне надеюсь, что этот мастер-класс будет для вас полезным. Не забывайте, что вся нужная информация есть в описании под видео. Если будут вопросы, пишите в комментариях. Всегда рада видеть вас на своем канале. До следующего выпуска.